В эфире информационная сводка. Государства-члены НАТО на предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины в состав военно-политического блока. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому телеканалу Sky News. По его словам, он абсолютно уверен в том, что члены Альянса найдут удобную для всех формулировку относительно перспектив вступления Украины в НАТО. Издание Wall Street Journal сообщает, что ВСУ планирует убрать танки «Леопард-2» с фронта, надеясь нарастить собственное производство. Как сообщила газета со ссылкой на высокопоставленных командиров ВСУ, украинская армия испытывает нехватку бронетехники, а пехота вынуждена передвигаться пешком. Это делает ее уязвимой для фланговых маневров. На этом фоне Киев объявил о планах по наращиванию производства танков и бронемашин, но на это может уйти от 3 до 6 месяцев. В Латвии начали рассылать штрафы всем, кто 9 мая поздравлял с Днем Победы или просто ставил лайк под такими записями. В госполиции подтвердили, что людей привлекают к административной ответственности за такие посты. Количество нарушителей и суммы штрафов пока комментировать отказались. Япония и НАТО приступили к финальной стадии согласования плана сотрудничества. План может быть утвержден во время участия японского премьер-министра Фумио Кисиды в саммите Альянса в Вильнюсе. Об этом отмечает издание Ямиру. Германия на саммите НАТО в Вильнюсе выступит за задержку со вступлением Украины в Альянс. Это связано с опасением, что немедленное членство Украины в НАТО может привести к конфликту с Россией. Об этом сообщает издание Daily Telegraph. В Кремле выступили против освобождения боевиков, запрещенного у нас в стране Азова. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для агентства РИА Новости, возвращение радикалов на Украину является нарушением условий имеющихся договоренностей. По словам Пескова, боевики должны были находиться в Турции до окончания военных действий. Государства Запада предостерегли украинского президента Владимира Зеленского от попыток совершить диверсию на Запорожской АЭС. Об этом заявил Скотт Риттер. Бывший американский разведчик полагает, что он способен использовать диверсию как повод для вмешательства иных государств, которые, как украинский президент предполагает, помогут ему вернуть контроль над ЗАЭС. Скотт Риттер добавил, что сами ВСУ не способны организовать подобную операцию из-за хорошей подготовки вооруженных сил России. По его мнению, российская сторона хорошо осведомлена о планах руководства Украины и своевременно смогла бы предотвратить угрозу в случае необходимости, заключил экс-разведчик из США.